Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что тебя ждет в ближайшие 3 месяца. И будем смотреть парно ноябрь, декабрь и январь. И давай в долгий ящик откладывать не будем, просто зайди в эзотерическую библиотеку, например. И вот я на 100% уверен, ты не прогадаешь. И да, кстати, кто хочет выйти в проживание, в манифест, марафоны, обучение по колодам, это все на Бусти, но не используйте приложение для телефона Бусти. То есть не скачивайте его. Когда вы переходите по ссылке, вам предлагают скачать приложение. Не скачивайте его, иначе цены будут в 2 раза больше из-за вот этих вот как комиссий и так далее. Я обращался в техподдержку Бусти, но они говорят, мы ничего с этим поделать не можем. Поэтому просто, говорит, говорите своей аудитории, что приложение скачивать не нужно, чтобы цены были, как сказать, приемлемыми. Так, кстати, за библиотеку цена меньше, чем книжка стоит, а там 900 с лишним книг и аудиокниг, причем там есть такие редкие экземпляры, которые 20-30 тысяч стоят. Итак, обязательно приходите, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, и давайте начнем наш расклад. Итак, единички будем смотреть точечно. Что ждет в ноябре? Заезд жесткий. Но ты справишься. Знаешь, вот ты уже сейчас в середине важного дела. Это или работа, или личный какой-то проект. И вот в ноябре начнут давить на тебя со всех сторон. Будут критиковать, спорить, пытаться перетянуть одеяло на себя. Но ты же у меня пират, ты не тот, кто сдается, да? И вот карты говорят, что у тебя хватит вот этого духа дать отпор. Ты будешь стоять на своем, как скала. Даже если придется одной против всех идти. И самое классное, у тебя внутри есть огонек вот этот. Ты не будешь топтаться на месте, как 99% женщин. Если надо, ты вперед, как танк, рванешь и сломаешь все преграды. Знаешь, главное, не распыляйся. Выбери одну цель и бей по ней только. Моменты, конечно, будут, когда захочется всех к черту послать, да, или там ко мне на картошку. Но знаешь, запомни одну вещь. Эта борьба, она того стоит. Ты не просто будешь отбиваться, ты будешь закладывать фундамент для будущего. И к концу ноября все вот эти стычки, они окупятся. Ты просто подтвердишь свой авторитет, и даже те, кто сомневался в тебе, они уважать твою позицию будут. Просто эмоциям не давай взять верх. И особенно плохим, да, которые типа апатия, депрессия и так далее. Действуй четко, быстро и без лишних балаболок. Понимаешь? Декабрь. Декабрь будет плохим, сразу говорю. Смягчать я не буду. Ты знаешь, ты накрутишь себя так, что по ночам будешь, как говорится, в поту просыпаться от тревоги. Будешь пережевывать старые ошибки и придумывать худшие сценарии жизни. Мучиться чувством вины будешь, даже если из-за этого нет причин. Это, знаешь, это как вот замкнутый круг. Чем больше думаешь, тем страшнее, а остановиться уже никак не можешь. И вот тут карты, они показывают тебе четкий выход. Тебе придется уйти. Не физически, хотя может быть и так, да, а эмоционально. То есть отпустить ситуацию нужно будет, которая тебя жрет изнутри. И это токсичные отношения. Причем не только они, но еще и собственные иллюзии по поводу отношений. Больно будет. Но, знаешь, иначе ты сваришься в этом бульоне из страхов. Не жди, что все само решится. Возьми, как говорится, свою попу в кулак и сделай шаг в неизвестность. Да, возможно, ты на какое-то время останешься одна. Будет
Пустота и вопрос, а правильно ли я сделала, да? Но это единственный способ перестать быть жертвой своих же мыслей. Поэтому не дай вот этой декабрьской хандре тебя сломать, потому что твоя психика, она важнее, чем вот это вот «а чего подумают другие?» Да насрать, чего они думают. У тебя своя жизнь. Январь. Ну, это будет, знаешь, это вот как глоток свежего воздуха. Знаешь, ты придешь в себя после вот этого декабрьского шторма именно в январе. И вот что главное, ты научишься слушать себя, свою интуицию, а не истеричный внутренний голос, который у тебя бегает и орет: «Мы все умрем». Ты мудрее станешь в январе, спокойней. Ты дергаться по каждой ерунде перестанешь. Как будто вот внутри у тебя появится такая глубокая тихая река, которая смоет всю шелуху. Помнишь же, как вот Геракл как конюшни-то очистил, реку повернул. Вот у тебя точно так же. Все говнишко утекет. Или утечет. Я не знаю, как правильно, но на кураптоновском языке правильно и так, и так. И прилетит помощь, кстати, в январе. Денежная, скорее всего. И знаешь, это будет поддержка от близких тебе людей. Кто-то в нужный момент прям протянет тебе руку, и ты знаешь, не будешь так гордо отказываться от вот этого, потому что у тебя Ясамаха может включиться, да? А примешь с благодарностью эти деньги. И это не будет какой-то односторонний поток. Нет, ты тоже начнешь отдавать. Поможешь советом, ресурсами поделишься. Не обязательно это деньги. Это могут быть энергия, время. Ну, вот эти все твои ресурсы. Понимаешь? И ты почувствуешь, как это круто быть в балансе. То есть не брать слишком много, но и не копить все для себя. И к концу января ты просто поймешь, что твоя эмоциональная стабильность — это вообще самая лучшая инвестиция, которую можно придумать. Ты просто обретешь тех, кто тебя настоящую ценит, а не вот этих вот шалопаев, которым ты нужна только когда у них проблемы. Ну все, тут я кратко рассказал, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки у меня те, кто арканы проживает. Мои любимчики. Но если мои любимчики, это не значит, что я буду лучше вам трактовать. Да, как карты показывают, так и будет, но только еще немножечко ремня от меня. Ноябрь тебя к стенке прижмет. С выбором по влюбленным. Знаешь, это не такой выбор, где вот какие туфли надеть или какой хлеб купить, серый или белый, а вот серьезная развилка будет. Или ты берешь ответственность за отношения и идешь по пути, там, семья, дети, ипотека, муж довольный. Или продолжаешь болтаться в подвешенном состоянии. Тут прям, знаешь, давление со всех сторон. Родители ждут решений, мужчина там тоже намекает на что-то, а ты сама еще не определилась. Готова ли ты к таким этим жестким обязательствам? Ну, знаешь, карты показывают, что вот время пришло, конечно. Либо ты соглашаешься на правила игры, да, там, ЗАГС, совместные планы, может, даже переезд к мужику. Либо ты рискуешь все просрать, извини меня за выражение. И новость хорошая есть, конечно. Какой бы путь ты ни выбрала, это будет правильно. Просто, знаешь, перестань дергаться и прими одну простую вещь, что пора взрослеть, несмотря на то, что тебе 50 лет. Страшно, да, придется чем-то пожертвовать. Но если вот прямо сейчас не решишься, да, то потом годами жалеть будешь об упущенном шансе. Декабрь. Ну, знаешь, это вот по картам прочитать это можно, как тебя начнут воспринимать всерьез. На работе, в твоем деле. То есть ты выйдешь на новый уровень.
у тебя либо повышение, либо ты начнешь какой-то крутой проект свой. Понимаешь? И тут важно не стесняться. Требуй четких вот этих полномочий. Ставь условия, не позволяй сомневаться в твоей компетентности, если это на работе. Потому что тут, смотри, по картам прямо вот то, что сейчас твой час проявить жесткость. А как ты хотел? И коллеги, и вот все там, с кем ты делишки мутишь свои, они ворчать будут, что ты слишком сильно на них давишь. Но когда увидят результат, они ротики-то свои закроют. Главное, знаешь, не пытайся делать все в одиночку. Найди вот 2-3 надежных людей, которые потянут с тобой вот эту лямку. Как «Бурлаки на Волге». Помнишь картину Васнецова вроде? Я не помню, кто нарисовал, кто написал картину. Но я вот когда вживую увидел, она очень классная. И вот, что это я? Извини, отошел от темы. Так вот, «Бурлаки на Волге» вы будете. И никогда не выбирай подружек, у которых воздух в жопе. Это я в прямом смысле говорю, потому что у тебя, знаешь, есть одни такие подружки, это я тебе вне карт говорю, которые, как сказать, вот, ой, ты моя лучшая подружка, ой, ты, а потом как проблемы, так и хрен найдешь. Поэтому выбирай надежных людей, понимаешь? Не которые попку лижут красиво, да, а которые достойны там. Помнишь фильм? Мы смотрели с Аней его, как я помню, «Не родись красивой». Вот помнишь, да, там был выбор вот эту Вику взять, такую очаровательную, красивую, и главную героиню забыл, как зовут, и вот эту. И взяли вот эту. И он был прав. Понимаешь? То есть не надо вот так вот делать своих подружек, которые попку только лижут. Все, их сразу нахрен, а тебе нужны вот это вот... Блин, я, извини, имя забыл. Дед сам сериалы смотрит. Нет, это было давно уже. Так вот, и к концу месяца ты получишь не только денежки, да, и уважение получишь. А еще ты получишь самое главное, это зеленый свет на будущие твои амбиции. Но знаешь, булочки расслаблять нельзя. Любая слабина, она обернется провалом. Вот это запомни. Январь. Январь — это, знаешь, начало с полного ступора. Скорее всего, ты загуляешь, да, чуть-чуть, и вот у тебя ступор. Будешь как страус, который голову в песок, хоть он не на самом деле в песок, да, он просто пригибается, но вот ты будешь именно в песок. Будешь избегать решения какой-то очень важной проблемы. И эта правда, она то ли про здоровье, на которое ты забила, или про долги, которые годами копились. Вот одно из двух тут трактовать можно. И вот карты, они говорят, что игнорирование вот этого сделает только хуже. Игнорировать нельзя. Ни здоровье, ни долги. Но знаешь, ближе к середине месяца, январь я имею в виду, озарение придет. Ты увидишь выход там, где тебе казалась глухая стена там. Это или старый какой-то друг, знакомый, да, предложит помощь, или ты наткнешься на такую новость, которая все перевернет. Главный момент не упусти. Сделай то, чего ты боялась. Там запишись к врачу, открой там кредитную историю, посмотри, вдруг долги где-то, да? И еще позвони тому человеку, с которым ты 5 лет назад поругалась. Обязательно нужно сгладить углы. И после вот этого всего ты почувствуешь, как у тебя груз с плеч упадет. И вообще появится уверенность, что все наладится, и то, что все-таки есть вот этот свет в конце тоннеля. Сначала страшно будет, но потом, знаешь, вот чистый кайф получишь от того, что ты наконец-то убрала проблему вот эту. Понимаешь? Все ты понимаешь? Сегодня короткий расклад. Ты меня любишь, я тебя люблю, жду в проживании. Если ты не в проживании, тебе это 100% нужно. Тут даже не буду тебе красивых слов говорить, просто кликаешь
заходишь в проживание арканов, там тебе чат открывается и говоришь: дед, что делать? Я тебе объясню, куда крутить, чего рулить, чего теребонькать. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Сразу говорю, плохие карты читаю плохо. Вот и все. Я не хочу вам понравиться. Главное, чтобы было, да? Первый месяц у нас ноябрь. Ну, знаешь, ноябрь, в ноябре вот у тебя ждет, знаешь, четкий старт серьезного проекта. Ну, или денежной какой-то темки твоей. Ты получишь какое-то предложение, на которое ты давно, как говорится, забивала. Это или повышение, или подработка. Но загвоздка есть. Сразу появится необходимость все до копейки просчитать. И не вестись на свои эмоции, потому что ты у меня та еще. Ура, ура, сумочка новая, новый iPhone и прочее, и прочее. Потому что ты, знаешь, у тебя есть такая привычка хреновая, ты начинаешь радоваться раньше времени. И еще ты тратишь деньги, которые ты не получил. То есть, например, у тебя зарплата, ты знаешь, сколько придет, и в голове вот надо вот это купить, и все. Зарплату еще не дали, а тебе ее уже не хватает. Это про тебя, это прям твоя не картина мира, а твое, как сказать, твоя душа такая. И потом оказывается, что, как говорится, и договор кривой, и условия хуже некуда. Так вот, в ноябре тебе придется голову включить, причем на полную катушку. Мелкий шрифт читаешь в документах. Хочется, не хочется, а надо. Цифры перепроверяешь 150 тысяч раз. Возможно, даже нанять юриста придется. Никаких вот этих твоих «авось пронесет». Это, знаешь, любая твоя ошибка потом так аукнется, что ты потом 150 раз пожалеешь о том, что ты мелкий шрифт не прочитала. И в ноябре, знаешь, готова будь к тому, что вот кто-то из твоего окружения, это вот та самая подруга, которая вечно «я же тебе и говорила», она начнет давить. Она начнет критиковать твои решения. Начнет открыто спорить с тобой. Вот это не принимай близко к сердцу. Просто отфильтруй дельное от зависти еешней. Слово еешний есть в кураптоновском языке, потому что правило главное кураптоновского языка — это произносить так, как нравится тебе. И знаешь, какое главное правило ноября? Доверяй только фактам, а не обещаниям. Все обещания, это вот знаешь, типа «отдам потом», «отдам через неделю», все обещания нахрен. Если будешь в ноябре действовать хладнокровно, то к концу месяца ты увидишь первые реальные плоды, которые можно, как говорится, и руками пощупать, и потеребонькать немножко. Декабрь, ну, он странным будет. Знаешь, такое ощущение, как будто жизнь на паузу нажмет вот в самый неподходящий момент. То есть ты будешь висеть в состоянии, знаешь, каком? Все готово, но ничего не происходит. Например, там договор уже подписан, а деньги не приходят. Отношения вроде есть, а развития нет. Ну, поняла, да? Это не тупик ни в коем случае. Это будет проверка на терпение в декабре. Придется переждать, булочки расслабить. Даже если очень хочется дергаться и что-то ломать, булочки расслабляешь. Самое опасное в декабре — это пытаться ускорить события силой. Вот представь, что ты там в лифте застряла между этажами, да? И чем больше ты дергаешь дверь, тем будет хуже. А то и, не дай бог, ты полезешь вытаскиваться. Ни в коем случае. Вот вместо этого используй вот эту декабрьскую паузу с умом.
Пересмотри свои чувства к человеку, да, которого ты годами не замечаешь, кто рядом. Позволь себе выдохнуть после вот этой ноябрьской гонки. И вот после 20-х чисел декабря, как молния в жопу ударит, прилетит что-то, то есть неожиданно приятное. Это новое знакомство, о котором ты скажешь, вот как же я без этого человека-то жила долго. Понимаешь? Но сработает это, если только ты не будешь на рожон лезть раньше времени. Просто вот знаешь, как тебе хочется сказать, просто прими декабрь таким, какой он будет с его вот этим вынужденным замедлением, понимаешь? Ну, а январь понятно тут. Тебя перед фактами поставит январь. Вот вспомни все свои вот эти косяки прошлые, правильные поступки. Вот за все вот это в январе придет и расплата, и награда. Понимаешь? Если вот в ноябре ты реально вложилась в работу, значит, получишь денежки. Если на работе это там, не твой бизнес, да, то похвалу от начальства, получишь премию, может. Если же ты халявила или людей кидала, то вот в январе будут разборки такие, что вот ай-яй-яй. Это месяц, когда вот скрытое станет явным. Вскроется правда о каком-то человеке, долги старые вылезут, не обязательно денежные. Они могут быть и там эти, как забыл слово, кармические. И объявится тот, кому ты должна. Поэтому готовься к честному разговору с самой собой в январе. Возможно, даже придется признать, что ты сама создала часть проблем, понимаешь? Но всегда будет но. Главная ловушка января будет это твое же упрямство. Ты будешь как ребенок, который сидит в углу и дуется на всех, когда им конфету предлагают. Вот новые возможности могут приходить, да, а ты их будешь игнорировать из своего принципа или из страха. Скажешь, да это не мое. Только потому, что ты привыкла к старому дерьму, извини меня за выражение. Не делай этой ошибки. Если жизнь к тебе стучится, пусть даже в неудобной форме, да, то дверцу открываешь. Иначе потом будешь жалеть об упущенном шансе. И вывод января простой. Решение принимаешь с холодной головой, но не нужно прятаться от реальности, понимаешь? Простите меня за мой голос. И обязательно подписывайся на канал. Приходи в проживание арканов. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. И помни, что я с тобой рядом.